Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сразу даю вам ссылку, только вчера мы снимали замечательное вкусное видео 3 завтрака для похудения, обязательно посмотрите его. А сегодня опять рецепт завтраков, потому что попросили дети приготовить что-то вкусненькое. И еще хочу сказать спасибо подписчикам, которые щедро делятся своими рецептами, потому что сегодняшнее блюдо по рецептам подписчиков. Большое вам спасибо. Будем готовить творожные кексы без муки. Очень и очень простой рецепт. Пришелся по вкусу нашей семье. Ну и, конечно же, решили поделиться этим рецептиком с вами. Начинаем готовить. Все очень просто. Отправляем в большую миску для смешивания 800 грамм творога. У меня творог 9% жирности. К творогу добавляем 4 куриных яйца, 4 столовые ложки обычного белого сахара. От себя я в рецепт добавила 2 столовые ложки кокосовой стружки, получается нежный вкус и аромат. И немного ванильного сахара, у меня 15 граммов. Этот рецепт мне полюбился за простоту, то есть мы все просто смешиваем с помощью ложки, никаких лишних инструментов и так далее нам не понадобится. Очень просто то, что нужно для вкусного, полезного и быстрого завтрака. Добавляю 160 граммов овсянки Геркулес, которая требует варки, и 2 чайные ложечки разрыхлителя. Еще раз все хорошенечко перемешиваем до однородности. Кстати, вы можете добавить сюда изюм, орехи, любые сухофрукты, в общем, все, что у вас есть, то, что вам нравится. Я буду готовить просто в классическом варианте, потому что хочу с вами поделиться вкусным и простым рецептом соуса, который отлично подходит не только к таким кексам, а к любой выпечке. Итак, все уже готово. Отправляем в формочку для кексов. У меня формочка силиконовая. И из такого количества продуктов выход получается 12 штук. По 3 штучки на каждого члена нашей семьи. Итак, все 12 кексов уже на месте. Отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. А теперь, пока наши нежнейшие кексики готовятся в духовке, мы с вами приготовим простейший и вкуснейший, кстати, полезный соус совсем без сахара. Потому что многие из нас с самого детства привыкли есть выпечку, блинчики, кексики со сгущенкой, с джемом. Нам от этого, конечно же, нужно отказаться. И вам прекрасная замена. Попробуйте обязательно. В моей семье все просто обожают такой соус. Итак, начинаем готовить все очень быстро. В стакан блендера отправляю ягоды. У меня 50 граммов замороженной вишни. Вы, кстати, можете использовать любые ягодки, которые есть у вас. 50 граммов замороженной клубники и 50 граммов замороженной голубики. И теперь превращаем ягоды в ягодное вкусное пюре. Наше красивое, ароматное и очень вкусное ягодное пюре я отправляю в мисочку, в которой мы будем готовить наш соус. Добавляю 4 щедрые столовые ложки сметаны. У меня сметана 20% жирности. Вы, если вдруг хотите меньше жирности, можете использовать йогурт, можете использовать ряженку, варенец, в общем, любые кисломолочные продукты, которые у вас есть дома. Ну и, конечно, смешиваем ягоды и сметану до однородного состояния. По желанию можно для аромата дополнительного добавить немного ванильного сахара. Я ем такой соус без сахара. Такой соус готовится быстрее, чем вы сбегаете в магазин за джемом или сгущенкой, и еще он очень вкусный и полезный. Самое время достать наши замечательные румяные кексики из духовки. Вот такие они получаются замечательные. Для того, чтобы кексики получились румяными, я на 3 минуты включала конвекцию. Теперь дадим им остыть около 5 минут и будем доставать их из формы. Итак, прошло 5 минут, кексики остыли. И прямо с помощью вилочки разламываем кексик и смотрим, какая красота получается. Они получаются сочными, нежными, при этом пропекаются. Вот такая вкуснота у нас будет на завтрак. Большое спасибо, что делитесь рецептами. Я очень счастлива, что сегодня с вами поделилась таким простым и очень вкусным рецептом. Он стал теперь одним из самых любимых, особенно у наших детей, потому что они любят творог, не совсем любят овсянку, а теперь они едят творог, овсянку, все счастливы, довольны. Обязательно пробуйте и, конечно же, оставляйте ваши отзывы в комментариях, для меня это очень важно. А вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич.
Я желаю всем любви и добра.